Вяленая рыба, не соленая и высушенная, а именно вяленая. Путем медленного обезвоживания испаряется влага при температуре не выше 35 градусов. Вяленая рыба имеет особый пикантный вкус. В большинстве случаев вяленую рыбу используют как закуску. Привычно потреблять к пиву. В результате того, что рыба теряет влагу, уменьшается объем мышечных волокон, клеток, расслаиваются волокна. Возникшие пустоты заполняются подкожным жиром и жироподобными веществами, также продуктами распада белка и окисления жира. Поэтому важно рыбу солить и вялить именно с внутренностями. Свежую сортированную рыбу, охлажденную, я отправляю в посол смешанным способом. Солю обычной каменной солью. Укладываю рядами, пересыпаю обильно солью. Можно, конечно, использовать и тузлук. Откровенно крупную рыбу я не солю. Отправляю ее в прохладное место, где она будет солиться ровно 3 суток. Наступили 2 сутки. Рыба дала сок. Начал появляться тузлук. 3 сутки. Соль выдавила жидкость. Излишки влаги из рыбы ушли. Как мы видим, провалились глазки. По этим признакам я и определяю, просолилась рыба или еще нет. А также по плотности спинки. Она стала твердой и также провалилась. После посола не вымачиваю, а промываю в проточной воде, а далее между ладонями протираю рыбу, удаляя с поверхности соль и слизь. Это важно. Вы почувствуете это ладонями. Вместе со слизью и солью частично уйдет чешуя. Рыба не будет иметь излишков соли на поверхности. Будет иметь натуральный, естественный, маслянистый цвет. Отсутствие яркого рыбного запаха вы заметите уже в начале вяления при вывешивании. Чтобы упростить задачу, можно промывать не в ледяной или холодной воде, а немного теплой. Из-под анального плавника выдавливаю излишки. То, что рыба уже переработала. Немного расскажу о своей сушилке. Так как я не солю и не вялю рыбу летом в теплые времена года, поэтому сушилка у меня открытая и не требует никакой защиты от насекомых. Изготовлена из подручного материала. 2 бруска, поперечные брусочки для жесткости и перекрестно продеты сформирована сетка. Зажимы для бумаг металлические, канцелярские. Легко сушить рыбу. Вяление рыбы традиционно проводят в естественных условиях, на воздухе. Лучшими условиями для вяления рыбы считается
осень, зима и весна, когда температура воздуха еще не высокая. Конечно, сейчас для вяленой рыбы применяют и искусственные условия, специальные тоннельные установки с непрерывной циркуляцией воздуха и прочее. Я ее вялю дома, на балконе, впоследствии в квартире. Для вяления допускается только свежая рыба. Летом я рыбу не солю и не вялю, приходится ее пересаливать. Это получается продукт белого цвета, пахнущий солью, а не рыбой. В иных случаях с душком, по опыту и совету, солю и вялю рыбу в следующие месяца, в которых присутствует буква «Р». Январь, февраль, март, апрель. Пропускаю май, июнь, июль, август. Солю сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Кроме этого, на вяление и вкус рыбы влияет питание. Летом, в жару, она активно питается растительной пищей. Осенью, зимой, весной рыба малоактивна, питается мало, растительностью практически не питается. Рыба чистая, жирная и по вкусовым качествам совсем отличается от летней. Также немаловажным фактором является наличие у рыбы икры. Легко навешивать, легко снимать, перемещать сушилку вместе с рыбой, переносить из одного помещения в другое. Привычно рыбу вешают за глаза, однако я вешаю ее за хвосты. Объясню почему. Излишняя влага, которая имеется во внутренностях, будет беспрепятственно выходить через жабры. Горечь останется также в голове, которую вы употреблять не будете. Это ускорит процесс вяления. И можете мне не верить, на вкус это точно влияет. Сушилка позволяет распределить рыбу на одинаковом расстоянии, абсолютно проветривается со всех сторон. Поверьте, так как я удалил тщательно всю соль с поверхности и слизь, пахнет на кухне легким ароматом вяленой рыбы. Рыба во время вяления созревает. Жиробелковые образования придают им янтарный цвет, маслянистость и полупрозрачность. Когда рыба созреет, пропадает вкус сырости и начинает преобладать своеобразный вкус и аромат настоящего гастрономического продукта. Если имеется икра, она становится плотной. Горького привкуса она не имеет. Вся горечь вышла через жабры. Съев 2-3 таких рыбки без пива, просто так в удовольствие, даже не вызовет у вас жажду. Мясо не сильно уплотнено, имеет янтарную окраску. При нажиме на разрезе выступает жир. Посмотрите, какая она яркая и какая она на просвет. Снятую рыбу я разбираю, сортирую и укладываю, в моем случае, в коробку из-под обуви, которая имеет уже отверстие для проветривания
и найдется в каждом доме. Храню я ее в сухом прохладном помещении при температуре не выше 10 градусов. В данном случае на балконе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, мое видео было кому-то полезным.